Так, один из дней прекрасных испортился на печке розжиг. И после этого у нас, видите, как фольгу постелили, там начался бережный уход за плитой. Электроподжиг на этой плите должен срабатывать при нажатии ручек. Но он испортился из-за неправильной эксплуатации. Эта плита оснащена газ-контролем. Надо таким макаром держать, опускаем и срабатывает. В таком режиме эта печка может работать без проблем. Но это очень неудобно, поэтому было решено заменить или же починить эту печку. Так, приступим к разбору печи. Снимаем верхнюю часть. Так, удаляем фольгу. Далее надо все эти шурупы открутить. Так, далее снимаем, они просто вот так вытягиваются. Можно все это оставить здесь. Это пружинки. Так. Все это оставляем здесь, на месте. Далее вот эти две заглушки необходимо снять. Здесь тоже у нас спрятаны шурупы. Снимаем эти шурупы тоже. Открываем заднюю часть. Смотрите, очень аккуратно. Вот так поддеваем вперед. Здесь у него защелки. Вот так вперед снимается. Здесь вот на эту часть попадает грязь. Видите? Вследствие она начинает замыкать от корпуса, эти промокают. И скорее всего это причина выхода из строя розжига, электроподжига. Ariston вообще относится к итальянскому бренду. Индезит компании, специализирующейся на производстве бытовой техники. Поэтому тут все сделано неплохо. Так, вначале, конечно, лучше осмотреть на трещину здесь. Так, убедившись, осмотреть вот провода, замыкает, не замыкает, где-то может быть еще влага осталась. Но они у меня сухие, потому что я уже чистил его, прежде чем заказывать сам розжиг. Так, ближе покажу. Печка подключена у меня снизу, вот, куда заходит питание и шланг газа. В первую очередь нам необходимо будет открутить эти два самореза. Что мы сейчас делаем? Снимаю одной рукой. Так. Далее. Здесь есть защелка. Надавливаю на защелку вправо. Здесь вот две
толкаю назад, влево и снимаю его вот так. Так мы его забираем. Вот он. Далее. Так. Вот так снимаем из защелки. Открываем. Отверткой просто вот так снимаются защелки. И открываем крышечку. Далее снимаем здесь, снимаем здесь. Вот. Освободили провод. Дальше снимаем эти провода. Тут, в принципе, не так важно, но желательно соблюдать нумерацию. Так. Таким образом я подключил. Теперь далее. Родной ставился сюда. Вот сюда. Так. Что удивило меня, вот даже этот подходит, вот для него как бы сделаны два разъема. Вот два отверстия. И вот этими защелками можно будет ее просто вдеть сюда. Защелкнуть вот таким образом. В принципе, этого достаточно, она никуда не соскочит. Это крепление достаточно. Теперь подключаем эти разъемы. Как я говорил, я не буду здесь соблюдать нумерацию. Да, это хорошо, конечно, можно соблюсти. Но для меня это не принципиально, и для печки тоже. Так. Все это хозяйство я подключил. Так, все подключил, все подключено. Заземление я подсоединю. Теперь, короче, проверяем на искру. Вот, заработало, видите?
В общем, я вот таким образом уложил все эти провода. Здесь с хомутами прижал, держится крепко. Это держится тоже нормально. Так. Вот эти защелки. Собираем печку в обратном порядке. В первую очередь заднюю часть приподнимаем и одеваем перед. Она должна сесть. Так нормально. Смотрите аккуратно, чтобы вот эти керамические эти не сломать, не разбить керамику. Электроды керамические. Так, проверяем. Так, края у нас сидят ровно, плотно. Теперь закручиваем. Так, есть. Так, пробный пуск. Работает. Работает. Все работает замечательно. Так, удерживаем. Отпускаем. Все.